Привет! Сейчас будем разбирать мелодию из фильма «Гарри Поттер» «Хедвиг's Theme». Хедвиг — это сова Гарри Поттера. Перед этим напоминаю, что я веду онлайн-уроки. Записывайтесь в Инстаграме, ВКонтакте, на e-mail пишите. Все контакты под видео в описании. Также подписывайтесь на этот канал. Если вы хотите, чтобы я разобрала вашу песню, пишите в комментариях внизу. Подписывайтесь на второй мой канал, где я только играю, там нет разборов. Если вам это интересно. Ноты и фонограмма к теме из Гарри Поттера будут в описании. Сейчас я сыграю целиком, сначала с фонограммой быстро это все, а потом немножко расскажу медленно про аппликатуру, разные нюансы. Здесь у нас вступление. Я его буду считать вместе с музыкой. Начинаем считать не с самого начала, а после трели. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Так, теперь разберемся с вариантами аппликатуры. Начинаем в первой позиции. Здесь у меня все в первой позиции, но некоторые моменты я бы играла в третьей. Покажу сейчас, что можно в третьей сыграть, что будет лучше звучать, удобнее играть. Начало, первая строчка как есть, тут без вариантов. Дальше тоже. Играем вторым, си третьим, потому что можно си обычно же играем вторым, но здесь вот этот перескок звучит немножко неловко, лучше играть третьим пальцем, да? Дальше пошли, повторение. Первая позиция, все понятно. Дальше я бы играла в третьей позиции. Обычно я играю это в третьей позиции. А здесь перехожу во вторую. То есть такой хитрый ход. Третья. Здесь мы сдвигаем третий палец на полтона вниз. Получается ля диез. И как бы вы оказываетесь уже во второй позиции. И первым пальцем можно взять фа диез. Соль, си, ля диез, первый на фа диез, потом во второй позиции играем это, и до ля диеза дотягиваемся первым пальцем, представляем, что это си бемоль. Да, вот такой вариант. Но он сложный, да, здесь и третья, и вторая позиция, поэтому сейчас еще раз сыграю медленно в первой позиции. Это какой у нас 15, 16, 17, 18 такт, конец 18 такта и 19.
такая странная интонация здесь. В 24-м обычно сложности соль, си, ля, диез возникают здесь. И после ля диеза попасть на ля диез. Между ля диез и до большая секунда. Здесь интервал не терция на самом деле, как ля до, а секунда си бемоль до. 24 еще раз. И первым пальцем си в первой позиции. Дальше опять можно сыграть в третьей позиции. Тут 45, 27 такт. А здесь перейти в первую. Ну, вообще смысла большого нету играть в третьей позиции, потому что все равно надо в первую потом возвращаться. Ну, просто на одной струне звучит немножечко плавнее это все. Или да, смычку больше работы правой руке. Итак, еще разок. 27 такт. Конец 27-го, начало 28-го. В 32-м такте у нас тоже опять до, си бемоль. Здесь си бемоль, да? Могло бы быть ля диез, да, то же самое. По-разному пишут, но это уже вопросы грамматики. Я написала один раз так, чтобы вы знали, что это одна и та же нота. Ля диез, си бемоль. 32-й такт. И ми в первой позиции, обычная наша ми. Дальше можно играть открытую струну, а можно четвертым. Я рекомендую четвертым играть, потому что потом опять у нас на ля струне это все. Да. И можно здесь интонацию поправлять, когда четвертым играете. Дальше у нас все понятно. Здесь желательно ми везде играть четвертым, вот, потому что ми с ре, ми с до, все на одной струне, как бы это, правильнее, грамотнее, чем прыгать. Будет слышна разница струн, и мелодия будет уже не такая гладкая, не такая однородная. Играю 36-й. Здесь вот ре диез можно сыграть третьим, можно четвертым. Кому как удобнее. Мне удобнее четвертым здесь играть. Дальше то же самое. Здесь можно все сыграть в третьей позиции. Тоже это грамотнее на одной струне. Допустим, после 43-го такта, каким бы пальцем вы ни играли, и в 44-м такте на вторым пальцем ми взять, и здесь в первую позицию в 47-м такте перейти. Здесь можно опять в третью подняться, а можно в первой остаться. Еще разок, 45-й такт. И возвращаемся на начало. То есть не на начало, да, а на знак повторения. Считаем 7 тактов и опять тема. Вот, если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях, я постараюсь ответить. Ссылка на ноты и фонограмму под видео. Скачивайте ноты, фонограмму и играйте, пожалуйста.